Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим орешки со сгущенкой в духовке. Рассыпчатые ароматные скорлупки с вкусным нежным кремом. Тесто приготовим универсальное, которое подходит и для духовки, и для орешницы. А на вкус получается именно таким, как мы помним с детства. В меру рассыпчатые, не твердые, но и не сильно мягкие. Просто идеальные. Еще покажу вам 3 популярных способа приготовления орешек в духовке без форм. Смотрите до конца, результат вас точно удивит. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить рецептик и обязательно подписаться на канал. Это очень вкусно. В миску добавляем 200 грамм размягченного сливочного масла. Я его достала за час с холодильника. Жирностью 82%, но можно и 73%. Добавляем 100 грамм сахара, можно сахарной пудры. 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. И взбиваем миксером примерно 2 минуты, чтобы ингредиенты соединились. Как я уже говорила, это тесто универсальное, и с него можно сделать как орешки в духовке, так и в орешнице, и даже песочные корзинки. Вот такая вот консистенция получается сахара с маслом. 2 куриных яйца вбиваем по очереди и параллельно взбиваем миксером. Долго взбивать прям миксером не нужно, нужно только хорошо вмешать яйца в масляную смесь. Как только вмешали первое, добавляем второе. Чтобы масло не расслоилось, добавляйте яйца комнатной температуры. В 350 грамм муки добавляем пол чайной ложки разрыхлителя и перемешиваем. Можно сразу делать это все в просеивателе для муки, так намного удобней. Муку просеиваем в масло с сахаром и вымешиваем миксером либо лопаткой. Миксером вымешиваем до тех пор, пока уже будет неудобно. Далее можно руками. Добавляем муку порционно и тщательно перемешиваем. Миксером уже вымешивать тяжело, поэтому я домешиваю лопаткой, а потом руками просто соберу в комок. Дальше будем вымешивать тесто уже рукой. Долго его вымешивать не нужно, просто собрать в мягкий комок. Получается очень мягкое эластичное тесто. Теперь нужно ему постоять минут 10 в холодильнике. Пока охлаждается тесто, приготовим очень вкусную ореховую начинку из грецких орехов. Давайте. В миску добавляем 100 грамм сливочного масла размягченного. И сначала 2 столовых ложки вареной сгущенки. Взбиваем миксером до однородности. Конечно же, это самая стандартная начинка, которую любят все. Но для таких орешков еще идеально подойдет шоколадная начинка с орешками и кусочками шоколада. А вот более нежная сливочная начинка не так хорошо сочетается с хрустящим песочным тестом. Когда масло со сгущенкой соединилось, добавляем вареную сгущенку, постепенно взбивая. И таким образом добавляем всю сгущенку. У меня вареной сгущенки 500 грамм. Вот такой вот крем получается. Далее нам нужно порубить примерно 100 грамм грецкого ореха. Он у меня сушеный. Можно и жареный взять. Можно помельче, можно покрупнее, как вам больше нравится. Вообще не обязательно грецкий орех. Можно и миндаль, кешью, какие у вас есть орешки. Еще очень интересно получается, если класть большой кусок ореха в каждый орешек. Я все-таки советую дробить орешки в крем помельче, потому что будет тяжелее наполнять скорлупки. Хотя, когда попадаются крупные кусочки орешка, мне намного вкуснее. Орешки высыпаем в крем. Крем уже почти готов. Вот такой вот получается. Последним ингредиентом добавим немного крошек от орешков. А пока крем убираем в холодильник. Как я и обещала, будем готовить без орешницы. Вот таких вот металлических формочках.
Они делаются в духовке. Но я еще покажу два способа, как сделать без таких формочек. Достаем с холодильника тесто. Оно стало очень упругенькое такое. И есть два варианта, как дальше можно делать орешки. Можно отщипывать вот такой вот комочек теста и распределять сразу по формочке. Вот так вот. А можно раскатать колбаску и сразу распределить на шарики. Они будут более одинаковые для того, чтобы начинять вот такие вот скорлупки. Я сделаю шариками. Разделяем тесто пополам и раскатываем в колбаску. Тесто маслянистое, смазывать ничем не нужно. Ни мукой присыпать, ни маслом, оно не пристает. Если будете раскатывать в колбаску, тогда у вас будет более одинаковая толщина такой вот скорлупки. Если отщипывать, то одна будет более толще, другая будет более тоньше. И вот распределяем вот такие вот шарики. Давайте попробуем примерить, небольшие ли они. Надо... Дай свой палец. Угу. Мужа без ногтей удобнее делать. Он такой широкий. Вот. В принципе, хватает. Мне кажется, даже меньше можно делать шарики. И тогда, если вот такой вот чуть толстоватый, еще меньше отрезаем шарики. Вторые формочки, они чуть поменьше. Сюда будет уходить самые маленькие шарики. И еще оно немножечко увеличится после выпечки, ну, во время выпечки. И как я обещала, можно сделать без вот таких вот форм. Делаем вот такой вот шарик. Нам понадобится кусочек пергамента. Формируем из него шарик и обворачиваем фольгой. И все делаем в виде шарика. Берем немножечко теста и сверху вот так вот формируем половинку орешка. Вот так вот. И еще, чтобы орешек был более красивым, можно сделать вот такие вот, как в грецком орешке, полоски. Вот так вот. Для второго варианта без формы нам нужно небольшой кусочек теста. Раскатать в шарик, разрезать пополам. Вообще лучше всего, чтобы этот шарик полежал в холодильнике немножечко, и он пристынет. Тогда будет лучше формироваться. Разрезаем пополам, и получается у нас две таких долечки. Точно так же нужно сделать полосочки, как на грецком орешке. Без формы и с фольгой я делаю впервые. Я думаю, все видели такие варианты в интернете. Очень часто рекламируют. Я решила попробовать, поэтому результат покажу в конце. И еще такие без формы орешки должны перед выпечкой постоять минут 5 в холодильнике для стабилизации. И вот у нас получилось несколько видов. Первый вид вообще без формы, второй вид с фольгой и третий уже в таких формочках в духовочке. Вот такие вот красотулечки получаются. Если сильно большой шарик, можно вот так вот оборвать его лишнее тесто. Если вы уже сформировали немножечко вот таких вот скорлупок, и вам еще много формировать, чтобы заполнить противень, тогда оставьте вот это вот, ставьте в холодильник, тогда они будут более красивенькие. Но это тоже не обязательно. И старайтесь, чтобы все-таки оно было тоненьким. Вот тут вот пальчиком хорошенько. Достаточно очень быстро формируется. Вот положил шарик, несколько раз пальчиком прижал, распределил, и все, и готово. Главное, чтобы тесто дошло до краючков. Все. Вот. Если вот так вот быстренько все формировать, можно очень быстренько все поделать. Помнишь, как мы с тобой делаем? Ну давай. Папа. А что мы прохлаждаемся? Орешки давай с нами формировать. У меня заняты руки. Убирай камеру и вперед. Орешки с нами У тебя есть помощник.
Да, один сделал. Вот этот? Ух ты! Мне что, улучшать свой процесс? Ускоряться? Максимально ускоряй свой процесс. Орешки. Думаю, они будут очень вкусные. Ну ты же уже ел их. Ты помнишь? Да, я помню. Ну и как тебе? Это было на Хэллоуин. И как тебе? Они были очень вкусные. Я не знаю, может даже мы сможем повторить. Конечно же мы сможем. Не просто повторим. Мы превзойдем себя сейчас. Нас же снимают, поэтому мы сделаем лучше всего. Чтобы все могли попробовать наши Дай орешки. тесто еще. Выпекаем скорлупки при 180 градусах примерно 5 минут. Уже готово. Они еще горяченькие, но очень-очень легко отделяются от металлических скорлупок. Вот так вот. Очень легко. И еще я формочки ничем не смазывала, так как в тесте есть сливочное масло. И вот такие вот будут красивенькие получаться. Теперь насчет выпечки орешков с фольгой и без формы. Первый вариант в фольге у меня вообще не получился, потому что тесто от фольги не отделяется, нужно смазывать растительным маслом. Смазав маслом, второй раз все равно очень плохо отделялось и скорлупка сразу лопается. Нужно сверху класть очень толстый слой теста. На третий раз у меня уже нервов не хватило, и я больше не делала. А вот вариант вообще без формы в принципе получился неплохо. И хоть я соблюдала все шаги с холодильниками, рисовала правильный рельеф, после выпечки все-таки становятся уже не такие красивые. Между половинками добавляем крем, и получается что-то похожее на орешек, но если укусить, это вовсе не орешек. Мой итог по этим двум вариантам с фольгой: сделать можно, но нужно очень много приложить усилий, и непонятно, стоит ли оно того. А с вариантом без формочек, если вы очень хотите быстрого печенья со вкусом похожим на орешки, то можно приготовить, но для меня это будет печенье со сгущенкой. Пока готовится последняя партия орешков, нам нужно добавить крошку в крем. Но так как с таких орешков нет никаких лишних обрезков, тогда я просто поломаем несколько штучек в крем. Хорошо. Хорошо. Все, хватит, такие кусочки пооставляй. Я сейчас приду. Ждите меня. Я пришел. Меня замазано. Прости, Мамка. прости. Да, пробуй. Облизал. Ты с руки смыл или облизал? Смыл. Ну, я немножко облизал. У меня орешки не проходят, я сделаю еще больший надрез. Теперь хорошо проходит. И соединяем со второй половинкой. Вот такая вот красота у нас получается. Наполняем все орешки сгущенкой. В основном я наполняю только одну скорлупку, а вторую просто прикладываю, и крема вполне хватает. И как я уже говорила в начале, чем тоньше получается половинка, тем вкуснее орешек. В герметичной упаковке такие скорлупки без начинки можно хранить до 3 недель, а если положить в морозилку, тогда хранятся и 3 месяца. Все орешки готовы, здесь не хватает около 10 орешков, которые мы уже успешно продегустировали. Песочные скорлупки получаются действительно в меру хрустящие, рассыпчатые и в то же время мягкие. В первый день орешки максимально ароматные и хрустящие, а на второй и третий дни они становятся более пропитанными и более мягкими ближе к начинке. Так, ну что, все орешки готовы. Будем пробовать. Вообще, красота вообще нереальная. Это те, которые в формочке были немножечко потоньше, но они сами такой более продолговатой формы. А это орешки более маленькой, такой кругленькой формочки. Вот такая вот красота. Давайте попробуем. Выбирай. Ну, так вот самый красивый. Давай. Давай. А я вот такой хочу. Ну как? Это очень вкусно. Это прям невероятно вкусно. Можно было еще добавить еще чуть-чуть вот этих орешек. Сейчас, подожди, да я доем орешек.
Если по факту, то очень такое нежное, рассыпчатое тесто, но в то же время оно держит форму и не рассыпается. То есть у меня даже упала такая формочка вместе с половинкой, и она целенькая осталась. Но в то же время оно просто тает во рту. Вот настолько вкусно. Крем, думаю, всем знаком такой крем, сгущенка со сливочным маслом, и орешки, и крошка. Но это очень вкусно. Если делать без сливочного масла, крем не такой все-таки вкусный. Это вот они такие более особенные получаются. Отличаются ли они от варешницы и в духовке? Нет, абсолютно, абсолютно не отличаются. Когда не скажешь, что это они сделаны в духовке. Ну и по трудоемкости, так же как варешница. Ну, то есть, пока мы выложим и будем выпекать там на газу, либо в электроорешнице, то же самое можно распределить пальчиками по форме и выпечь в духовочке. Все. Спасибо большое, что были с нами, смотрели нас. Обязательно попробуйте этот чудесный рецепт орешек. Уверена, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч. Пока. Ну как? А с пальчики ближе вкуснее, чем покупные. И дешевле. Не сказать, что они особо дешевле покупных.